Всем привет! Как я уже говорил в одном из предыдущих видео, понимание того, как работает стек, очень важно при программировании на ассемблере. В этом видео мы рассмотрим основы работы со стеком. Как известно, стек – это прежде всего структура данных, в которой чем позже данные были помещены в эту структуру, тем раньше они будут извлечены из нее. По-английски last in, first out или LIFO. Стек – это очень простая структура данных, и ее реализация в железе не составляет особых проблем. В архитектуре процессоров стек используется очень широко. Я бы хотел выделить три основных метода использования стека. Временное хранение данных, передача параметров в функцию и локальные переменные функции. Чтобы не вводить много новой информации в одном видео, каждый из этих методов будет рассмотрен в отдельном видео. В этом видео рассмотрим самый простой метод использования стека. Это временное хранение данных. Прежде чем перейти к коду, давайте рассмотрим, как организована работа со стеком в процессоре. Для примера я буду использовать архитектуру AVR. Процессор Atmega 328P. Но принцип работы со стеком во всех процессорах одинаковый. Также в коде я буду использовать инструкции, с которыми мы еще не сталкивались. Поэтому, прежде чем переходить к коду, я хочу объяснить, как эти инструкции работают. Для работы со стеком в процессоре существует регистр указателя стека, stack-pointer. Этот регистр всегда указывает на вершину стека. В Atmega 328P этот регистр инициализируется автоматически и указывает на самый верхний адрес оперативной памяти. В силу того, что все регистры в Atmega 328P 8-битные, а адреса памяти 16-битные, Atmega 328P хранит адрес вершины стека в двух регистрах. SPL регистр хранит нижний байт адреса вершины стека, и SPH регистр хранит верхний байт адреса вершины стека. Знание этой особенности Atmega 328P пригодится нам, когда мы будем рассматривать вызов функций и локальные переменные. Пока же главное просто знать о существовании stack-pointer регистра. В коде я буду использовать 4 новых инструкции: push, pop, add и sub. Инструкция push используется вместе с любыми из 32 регистров общего назначения. Эта инструкция сохраняет значение из регистра по адресу, указанному в stack-поинтере. После чего значение этого адреса уменьшается на 1 байт. Помним, что стек растет вниз. Инструкция pop также используется вместе с любым из 32 регистров общего назначения. Эта инструкция увеличивает адрес, хранящийся в stack-поинтере, на 1. После этого считывает число, находящееся по этому адресу, и записывает его в указанный регистр общего назначения. Инструкция add используется вместе с 2 регистрами общего назначения. Эта инструкция складывает 2 целочисленных числа, находящихся в указанных регистрах, и результат записывается в первый из них. Например, add R20, R21. В этом примере результат будет сохранен в регистр R20. Инструкция sub также используется вместе с 2 регистрами общего назначения. Эта инструкция вычитает значение второго регистра из значения первого регистра, и результат сохраняет в первый регистр. Например, sub R20, R21 вычтет из значения в регистре R20 значение регистра R21, и результат сохранит в регистр R20. Так как число регистров в процессоре ограничено,
то один из наиболее распространенных способов использования стека – это сохранение туда временных данных. Допустим, мы хотим посчитать следующее выражение. Проще всего это будет сделать, используя 4 регистра. В этом примере прежде всего мы загружаем числа в регистры. 20 загружаем в регистр R18, 30 в регистр R19, 5 в регистр R20 и 10 в регистр R21. Далее мы складываем значения в регистрах R18 и R19, то есть число 20 с числом 30. Затем мы складываем значения в регистрах R20 и R21, то есть числа 5 и 10. После чего мы вычитаем из значения в регистре R18 значение регистра R20. Результат сохраняется в регистр R18. Проблема этого подхода в том, что он использует слишком много регистров. К сожалению, не всегда мы имеем столько свободных регистров. Поэтому я покажу вам подход, который использует всего 2 регистра. Тут прежде всего мы загружаем данные в регистры R18 и R19. В дальнейшем мы будем использовать только эти регистры. Число 20 загружаем в регистр R18, число 30 в регистр R19. Далее складываем значения этих регистров. Результат сохраняется в регистр R18. После чего этот результат мы сохраняем в стек, в строке 10. Далее загружаем в эти же регистры числа 5 и 9 и опять складываем их. Результат этого сложения также сохраняется в регистре R18. В строке 20 мы загружаем из стека в регистр R19 значения, которые получили в строке 7. После чего из регистра R19 мы вычитаем значение регистра R18. Результат будет тот же самый, что и в предыдущем примере, но используем мы при этом всего 2 регистра. Тут я хочу обратить ваше внимание на то, что все значения, которые вы поместили в стек во время выполнения функции, перед выходом из этой функции должны быть из стека извлечены, так как инструкция ret ищет в стеке адрес возврата. И если вместо этого адреса на вершине стека будут ваши данные, ret передаст управление не туда, куда на самом деле программа должна вернуться. И хорошо, если такого адреса в системе просто не будет. В следующем видео мы поговорим о вызове функций и передаче в них параметров. Всем спасибо, что смотрели это видео. Пока.